Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря. Вот так. На этой неделе 2 месяца встречаются. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Ну, будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это только лишь прогноз. Ну, я так надеюсь, что мы с вами, дорогие овны, проведем приятное время и какой-то инсайт, подсказку вы все равно получите. И я решила сделать на колоде 78 дверей на эту неделю расклад. Они больше, конечно, как метафорические карты, но они какой-то событийный ряд, может быть, нам больше и покажут. Остается, ну, наверное, несколько недель до Нового года, совсем немного времени. И время подведения итогов где-то, это на самом деле так. А еще есть такой момент, как будто, знаете, на декабрь, конец ноября особенно, да, и вот декабрь. Очень важно уделить внимание личной жизни, отношениям. Если там все хорошо у вас в этой сфере, ну, понятно, только на улучшение. А если есть какие-то незакрытые гештальты, вопросы, как будто, ну, не стоит замалчивать. Потому что рано или поздно какая-то проблема все равно всплывет. И лучше проговорить заранее то, что нам непонятно или в чем мы не достигли взаимопонимания, когда есть что сохранять, чем додумывать самому, строить там какие-то догадки, а потом разочаровываться, а по факту может обстоять что-то иначе. Ну вот давайте мы посмотрим. И первая у нас карта будет означать, как традиционно, что важно знать или что в приоритете, что вы можете осуществить, или в целом, что вот для вас сыграет в плюс. Вот так. Посмотрим сферу неожиданностей, если так можно сказать, или чего не избежать. Чему сейчас не время или что может помешать. Достанем, а что нам будет помогать. Что скрыто. И мы достанем по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Посмотрим энергию. Ситуация по финансам. Что в личной жизни. И карту совет. Итак, что в приоритете или что важно знать. Королева мечей. И в этой колоде, знаете, мы действительно что-то себе представляем. Может быть, это будут касаться, чаще это вот как раз и про отношения эта карта говорит. Нам показана женщина, которая себя представляет молодой, вспоминает. И как будто холодность или наша какая-то несговорчивость или какая-то жесткость в чем-то по конкретному вопросу нам просто может помешать, мои дорогие. Реальность, она другая. Вот все то, что я сказала еще до карт, продумайте, правда, у вас может сфера отношений выйти как раз на первый план на эту неделю. Знаете как, это отношения, как и в социуме, как и с людьми, с соседями, еще с кем-то. Если мы, ну, с кем-то не можем договориться, худой мир лучше доброй ссоры, какой-то нейтралитет поддерживать, как будто будет важно. Вполне вероятно, нам еще придется столкнуться с этими людьми, и чтобы потом не испытывать чувство неловкости. Ведь так бывает, особенно если это не те люди, которых мы, ну, вычеркиваем из жизни и забываем. Такие тоже персонажи бывают. А есть, может быть, назовите это социум. Мы не можем отменить соседей, мы не можем отменить коллег, мы не можем отменить руководителей, ну и так далее. И вот здесь, значит, если мы не согласны, одевать розовые очки или самого себя на что-то уговаривать, нет, ни в коем случае. Но понимать, что я поддерживаю нейтралитет, потому что, да, человек мне этот нужен. Или меня с ним столкнет судьба еще не раз. Вот, видимо, что-то подобное. Или в личной жизни, когда, ну, мы хотели сделать по-своему, а человек не хотел. У него свое видение. Вот мы тоже принимаем наших партнеров, но со всеми ихними тараканами в голове. Вот как будто, может быть, и не самое лучшее сравнение, но, правда, наши тараканы должны каким-то образом взаимодействовать с чужими. Видимо, ну, не по всем, может быть, сферам жизни, но в каких-то деталях это имеет место быть, и для вас как будто так будет лучше. Самое главное, не предаваться воспоминаниям или какую-то свою модель поведения не переносить именно в реальность, понимаете? Давайте мы посмотрим неожиданные события, с чем
вы можете столкнуться. Праздник, мои дорогие, здесь правда. Сам по себе праздник какие-то, может быть, как раз, когда мы сумеем договориться, мы сидим, думаем, что если я подойду к человеку, а он мне потом, ну, есть такое выражение в русском языке, окрысится, то есть он мне не ответит взаимностью, а тут как раз может быть совершенно наоборот. Может быть, и сам человек голову ломает над тем, но как это, ну, в какой-то нейтралитет перевести отношения. Или праздник по любой сфере жизни, или какое-то событие, что-то у вас получится хорошо, или вы будете уже заниматься где-то праздником. Будет повод для радости, одним словом, мои дорогие овны. Чему сейчас не время? Ну вот красноречивая, правда, карта? Можно ничего не говорить. Женщина сидит возле двери и явно сидит очень давно, ждет. Но вот таким ожидающим точно не время. Этому всегда не время. И уже дверь заросла, и плющом, и дверь-то это никогда не откроется, да, и женщина уже состарилась. Поэтому, если правда есть какой-то разговор, который нужно осуществить, может быть, и вы будете инициатором, по крайней мере, у вас всегда есть возможность что-то проговорить и попытаться, по крайней мере, просветить ситуацию, найти какой-то момент взаимопонимания или общую точку сборки, но не ожидать. Может быть, когда двое ожидающих, ну, кто-то один должен сделать шаг. Поэтому где-то будьте великодушны и милосердны к собственной душе в первую очередь. Потому что ожидание нам, ну, не прибавляет вдохновения, это точно. Что будет помогать? Ну вот, весточку мы посылаем, правда. И для кого-то проиграется вот та ситуация, которую я обрисовывала. Начала еще до карты, и вот теперь мы раскладываем карты, и нам карты так продолжают повествование. Здесь, правда, по семерке пентаклей в этой колоде карт, как будто мы отправляем, ну, может быть, сообщение, или мы с кем-то общаемся. И, знаете, обратите внимание, нет помех нам помогает. Двое крестьян, изображенных на этой карте, которые на дальнем плане, как будто заняты работой, они не обращают внимания на эту девушку. А девушка счастливая, радостная. Она знает, что у нее все сложится ровно так, как она хочет. Пусть через какое-то время она прокладывает где-то себе дорогу в будущее в спокойном ритме. И вот ей на данный момент очень важно с кем-то договориться, с кем-то, может быть, пообщаться. Здесь в данном случае выступает голубь, но у нас, понятно, много мессенджеров и телефонная связь, да вообще миллион, наверное, всяких разных вариантов, когда мы можем осуществить именно контакт с человеком. Есть карта прогресса. Вот если мы думаем немножко наперед, все то, что я говорила, даже если с людьми, которыми мы вынуждены будем контактировать, значит, вот худой мир лучше доброй ссоры. Выводы сделать нужно, но как будто нас не должно потом останавливать чувство неловкости, даже, допустим, с теми людьми, с которыми нам придется еще какую-то взаимосвязь держать, а прежде был, ну, какой-то конфликт, может быть. Вот здесь не должно быть конфликта в принципе. На будущее немножко загляните и какую-то обстановку как будто точно следует нейтрализовать. Что скрыто? А там с той стороны тоже кто-то сидит и ждет. Мои дорогие овны, правда, вот то, что говорила, это у вас может очень отчетливо проиграться. Как в отношениях, в социуме, повторюсь. Ну, повторяюсь, потому что об одном и том же карты говорят, продолжают повествование. Так и вы сами, посмотрите, здесь у нас ожидающий. И вы как будто тоже ждете, чему сейчас не время. А скрыто, что человек тоже, ну, где-то разочарован. И он бы хотел, чтобы это было все по-другому. А сложилось то, что сложилось, и хотелось бы эту ситуацию исправить. По пятерке пентаклей в любой колоде Таро идут два момента. Конечно, у кого-то это может быть как недостаток финансов, бывает такое, но и недостаток взаимопонимания. Когда, ну, как глухая стена, словно нас никто не видит и не слышит. Приблизительно две пятерки. Пятерки, как вот одинаковый какой-то, ну, знаете, нет полноты эмоций, нет полноты счастья, нет, может быть, легкости на душе из-за того, что мы с кем-то не смогли договориться. Вот как-то погасить, нейтрализовать такую ситуацию определенно стоит. Дела, работа, бизнес.
умеренность. И у кого-то это может проиграться по работе, или мы говорим про социум. Хотя по карте умеренности, посмотрите, в этой колоде очень важны сами по себе двери. И ключ как бы к дверям. Открыты или закрыты эти двери. И что служит тем способом, чтобы их открыть. Так вот, посмотрите, умеренности. Мы где-то что-то не форсируем. Не давим своим авторитетом, мои дорогие овны, не давите, правда. Видимо, на этой неделе это будет очень важно, или точнее важнее вот эта умеренность, спокойствие, лояльность в целом к миру и открытость в плане готовности договориться, пойти на какой-то компромисс. Вот почему-то для вас это важно. И ключом к двери как раз спокойствие. Может быть, вы люди решительные, и, может быть, на этой неделе как раз больше нейтралитет какой-то. Вот благодаря умеренности, как будто нам показана, девушка сейчас наберет кувшины, и дверь сама откроется. Ей только подождать, пока наполнится водой оба сосуда. Вот вам совсем чуть-чуть как будто нужно терпение, чтобы какие-то врата вам словно открылись. Или у кого-то может проиграться конкретная ситуация, когда пошли, допустим, ведь это старший аркан, может быть, в предыдущую неделю не оформили документ, с кем-то, опять же, не договорились, кого-то не было на месте. И, может быть, уже внутри пылает огонь от злости, что, елки-палки, столько времени потрачено на какое-то дело, а результата ноль. Но вот терпение, еще чуть-чуть, и ваш вопрос решится, ваше дело осуществится, мои дорогие овны. Правда, все карты как раз про терпение, взаимопонимание. Что по финансам? По пажу кубков, вы знаете, какая-то есть недосказанность или отсутствие какой-то конкретики, при всем, что были планы, идеи, обещания, но есть то дело или вопрос, который, опять же, не осуществился. Может быть, мы ищем выход. Нам были даны какие-то несуразные, может быть, обещания или какие-то объяснения, но в итоге мы ничего так из этого и в целом не поняли. Я вот тоже ничего не поняла. Давайте я достану, что на финансы для овнов, потому что по верхнему-то ряду тоже ни одной карты, которая бы про финансы говорила. Ну, отчасти старший аркан может говорить, что у тебя сейчас с финансами полный порядок. Ну, по крайней мере, стабильно, ожидаемо как-то. Если вы должны деньги получить, они как будто к вам придут на этой неделе. Если позже, значит позже. Тут в каком-то своем режиме. Но в целом, по финансам, что для овнов на эту неделю? Еще одна пятерка. Мы словно пытаемся пробить замурованную дверь, брешь какую-то. И не факт, кстати, если мы что-то будем форсировать. Вот у вас неделя такая, мои дорогие овны. Ведь человек, который с этой кувалдой стоит, да, одним взмахом руки и развалится вот эта кладка. Но не факт, что его обрадует увиденное. Вот в чем вопрос. Поэтому перед тем, как что-то форсировать, пятерка жезлов, я называю эту карту в других колодах карта информационного хаоса. Потому что тут могут быть какие-то непредсказуемые, как события, информация, новости. То, что мы не ожидали, вот как за этой кладкой увидеть. И поэтому, в принципе, торопиться куда-то не стоит. Вот посмотрите, красноречивые карты. Деньги будут? Вот такой конкретный вопрос. Ну, по восьмерке жезлов могут прийти быстро. Хотя здесь нам придется, видимо, вот нас все равно разворачивает ситуация или карты к тем событиям или к той позиции, о которой я говорила еще до расклада карт. Нам придется подбирать ключи, нам придется договариваться. И как будто по финансам для вас это тоже важно. В целом взаимодействие с миром, с окружающими, в социуме, в личной жизни, мои дорогие овны, почему-то на этой неделе это задача номер раз. И вы со всеми договоритесь, подберете ключи, посмотрите. Это может быть как приход какой-то быстрой новости. Все-таки восьмерка жезлов у нас часто проигрывается как карта скорости. И здесь, значит, вы что-то сможете осуществить благодаря тому, что или исправить какую-то ситуацию, или договориться. Неважно, чего касается вопрос. Вы как будто должны найти эти ключи и инициативу держать в своих руках, мои дорогие, понимаете? Видимо, даже на финансы для вас это важно. Ну вот, по крайней мере, так на эту неделю. Давайте посмотрим, что в личной жизни.
Ну, здесь у нас девушка не рисует двери, да, мы сказали, двери открытые они или закрытые. Здесь у нас закрытая дверь, и она рисует эту дверь открытой именно. И ей кажется, что если она дорисует, то и дверь, та, которая наяву, откроется. По этой карте мы не должны строить каких-то иллюзий и, с другой стороны, сами себе замыливать глаза. Здесь есть какая-то реальность. Давайте мы спросим, и что же это, потому что тоже много вопросов. Для кого-то из вас это, знаете, как желание, правда, вот по тройке жезлов, и даже в этой карте нам маяк, что-то сделать по-своему. Может быть, у вас есть планы, причем такие шикарные планы, далеко идущие, но нас могут не поддержать, нам могут где-то возражать или оспаривать, или у партнера какой-то свой план. Но вы в этот момент или в эту неделю, вы знаете, ваша позиция, она достаточно сильна. И я могу снова повторить, где-то не давите своим авторитетом даже в кругу семьи, но все равно больше взаимопонимания. Если вы один или одна, ну, здесь, конечно, у вас другие варианты. Вы можете где-то больше поступать так, как вы хотите. Но, может быть, родственники, близкие люди, может быть, ваши или друг, или подруга должны все равно не пострадать от того, что у вас есть какой-то план, понимаете, или идея, которую вы сейчас транслируете, как будто это самое важное. Мы вообще личную жизнь, наверное, на этой неделе не должны поставить на второе место и сказать, что у меня сейчас много дел, и мне не до тебя. Вот, наверное, что-то подобное точно никому не стоит говорить. Потому что здесь по тройке жезлов тут именно больше, знаете, как прообраз победителя идет. Человек себя демонстрирует, и его все видят. У него большие возможности. И кого-то вы можете обидеть, мои дорогие овны. Правда, не обижайтесь, но уже ни одна карта об этом говорит. И у кого-то это в личной жизни проиграется. Может быть, резким каким-то словом. Но вот если вы договариваетесь, посмотрите, неожиданно у вас сразу праздник. Словно гора с плеч. Давайте посмотрю, что еще в личной жизни. Верховный жрец. Будьте мудры. Будьте мудры, будьте прозорливы, слушайте как свою интуицию, так и где-то интеллектуально просчитывайте ситуацию. Вы с чем-то не должны, словно это прообраз Иерофанта, у вас должно быть все продумано на долгий период времени. Берегите тех, кто вам всегда помогал, берегите тех, кто вам дорог, с кем вам хорошо. Хотя для кого-то из вас будет ситуация, я хочу выяснить отношения, потому что именно хочу знать, насколько человек откровенно или откровенен со мной, или какие он имеет планы насчет меня. Вот это может захотеться узнать, и вы будете задавать какие-то наводящие вопросы. Но часто эта карта нам говорят, как будто что-то по судьбе у вас. Поэтому здесь может быть как человек тот, с которым вы проживаете, или ваша семья, или с кем вы дружите, и даже та обстановка, которая, или какие-то разговоры, которые состоятся на этой неделе, опять же, по этому аркану старшему нам говорят, это мы как проверку на прочность, может быть, на выносливость, на терпение, на выдержку какую-то, на лояльность тоже проходим. Поэтому что-то мы тут не разрушить точно не должны. Давайте мы в карту совет. Вот на этой неделе вообще все непонятно. Точно. Карта Луна. И у нас закрыта дверь, посмотрите. А дверь у нас, она так находится под наклоном. Так вот в этой карте прообраз, вот откуда закрытая дверь под наклоном, это прообраз Пизанской башни. И мы все хорошо знаем, что, ну, если покосилась дверь, ее тяжело очень открыть бывает. И она закрыта, хотя замка нет. Страж двери — хамелеон. Кто такой хамелеон? Мимикрия. И для того, чтобы открыть эту дверь в башню, хоть и говорят, Пизанская башня падает, но она стоит уже столетия и еще столько же простоит. То есть это где-то олицетворение нашего дома или того места, где нам хорошо, или то место, где нам надежно. Так вот вам, мои дорогие овны, должно быть надежно, уютно и хорошо. Как и дома, так и на работе, везде, где приходится контактировать с людьми. Вам как будто в эту башню надо обязательно зайти, чтобы быть в безопасности. Но для этого придется, как
обладать мимикрией, чтобы договориться с этим хамелеоном. По-другому никак. По сути дела, это манипуляции. Так и понимать, что у нас девушка как будто в ожидании, она беременная, в ожидании ребенка прогуливается по берегу, и луна, что нам придется подождать или принять какую-то ситуацию как таковую и выждать время. У кого-то сработает буквально и так. Выглянет солнце, и все встанет по своим местам. Правда, для кого-то из вас может быть недостаток информации или наоборот, очень много этой информации, она разрозненная, и где-то правда, а где-то и фейки, и ложь. И сложно определиться или разделить, отделить зерна от плевел на этой неделе. Поэтому, ну, наверное, терпение и слушать интуицию. Куда-то точно мы не должны поторопиться. Значит, придется быть где-то искусным манипулятором или, как тому хамелеону, успевать где-то подстраиваться под ту ситуацию, которая будет. Мы себе не должны навредить. Основной совет карты. Перекладывайте на себя, мои дорогие умные. Это вообще так немножко странный мне расклад. Но что выпало, то выпало. И будьте счастливы и любимы всегда. Помните, что итог ваших действий или каких-то переговоров будет праздник, когда словно гора с плеч.